Давно не были на озерах Титова. Сегодня со стороны Малого Алматинского ущелья через перевал Титова идем туда. Поднимаясь на пик или перевал Титова, или приходя на озера Титова, большинство туристов уверены, названия связаны с космонавтом Германом Титовым. Кажется логично, ведь рядом есть и перевал, и пик Терешковый. Но на самом деле все не так. Эти места названы еще в 30-е годы прошлого века в честь Валериана Семеновича Титова, ботаника и краеведа, который более 100 лет назад исследовал Семиречье, организовывал экспедиции и просветительскую работу. Именно его имя сохранилось в горах Заилийского Алатау как памятник труду ученого. Река Малая Алматинка, и на левом берегу я вижу людей. Возможно, идут на пик Манжелка, ворота Туиксу, может еще дальше. Мы любим там ходить. А это пик ворота Туиксу. Сейчас иду, смотрю, как молодежь тут соревнуется друг с дружкой. Вспомнил себя. Тоже было такое. И именно здесь ходил, помню. Не дай бог, кто-нибудь там обгонит, надо втопить. Даже случай помню, иду. Еще был студентом. Был магнитофон. Весна 202, по-моему. Иду, слушаю Pink Floyd. И смотрю, сзади быстро так мужичок какой-то догоняет. Как так? Вроде быстро так ходил, как втопил. И на Манжелке уже такой, как рыба, выброшенная на лед. Но не дал ему себя обогнать. Смотрю, это, оказывается, Юрий Голодов. Это наш знаменитый альпинист, первовосходитель СССР на Эверест. Юрий Голодов, знаменитый алматинский альпинист, один из первых советских покорителей Эвереста. За его плечами десятки сложнейших восхождений, более 20 подъемов на семитысячнике. Но главное событие произошло 9 мая 1982 года, когда в составе первой советской гималайской экспедиции он вместе с товарищами поднялся на высочайшую точку планеты – гору Эверест. Плато Манжелка. Час 50, 4 километра. Не спеша так поднялись на плато Манжелка. Погода просто пока замечательная. Впереди пик Туиксу. И справа купол выглядывает. Пик Память, а там перевал. Сейчас с первого витка серпантина сойдем и пойдем на перевал. Хорошо уже поднялись над плато Манжелка и сворачиваем в сторону перевала Титова. Эта дорога пошла на Тешку, на Туиксу, а мы идем на перевал Титова. Столько народу здесь, отвыкли уже в толпе ходить, но все без ночевки, так что к вечеру там много людей не будет. Впервые показался перевал Титова. Он высотой около 3600 метров. Категорийный, 1А. Это вид сзади. Горы Малоалматинского ущелья. Самый крайний — это Орджоникидзе, он самый высокий в этом районе.
Уже тучки появились. Пока облачка, но со временем придут и тучки. Идти здесь удобно. Хорошая, натоптанная, маркированная тропа. Кое-где, правда, по осыпям, но это, можно сказать, домашний маршрут. То есть тот, по которому много ходят и который близко к Алматы. Перевал стал еще ближе. Справа пик Память. Один из последних подъемов. Очень крутой. Тяжело здесь. Но нам сегодня тяжеловато. Мы акклиматизацию потеряли. Последние недели ходили 2700, 2500 по Среднегорьям. Но перевал рядом. Ребята впереди идут, они интересно ходят. Бегом-бегом метров 5, потом стоят, долго отдыхают. И мы с тяжело груженными рюкзаками идем с ними вровень с Можелка. Так, 7,3 километра от конца асфальта, высота 3620, поднялись на перевал Титова. Какая красотень, озеро чистенькое. Будем спускаться и там поставим палатку. Память, Кумбель, Трапеция, Кумбельтау. Ну и, конечно, высшая точка здесь. Пик Титова. Камнепад слышен. Дует сильный ветер, поэтому я Wi-Fi микрофон, петличку прицепил. А то меня ругал один комментатор. Вид в обратную сторону, откуда мы поднимались из Малоалматинского ущелья. Какой хороший, крутой подъем, но простой перевал, осыпной. Можно на Память сходить, но мы не пойдем. Мы уже были там. Сейчас будем спускаться. Так, спускаемся. Очень крутой спуск. Благослуха. Спуск здесь, конечно, ого-го. Сплошная сыпуха. И мелкая, и средняя, и крупная. Нет, мелкая и средняя. Озера стали уже еще ближе. И распускается, ну, такой приемлемый спуск. Главное осторожным быть и камешки не А там вдали спускаются люди с Памяти. И там, кажется, спуск такой более приятный. Я даже думал вначале там спускаться. Решили здесь. Здесь понравилось. Озеро уже очень прозрачное. И невдалеке, внизу, кемпинг-зона. Такой спуск здесь. Но это уже более-менее кусок. Оба. Стоять. Спустились с перевала. Нормальный спуск. Где-то после начала первая треть неприятная, а потом главное идти вот так правее возле этого жандарма.
свернуть туда. И так и придерживаться справа, и там, можно сказать, основная тропа спуска. Люди спускаются. Озеро. Речка не течет. Ледника почти нет. И плюс осень. Таяния нет. Спустились к озерам Титова. Так красиво. Воды мало, правда, но зато она прозрачная. Сейчас чистейшая вода, да. Сейчас обойдем и там будем обедать. Вон там ложбинка есть. Сейчас ледник Титова практически исчез. А если посмотреть мои фото 20-летней давности, то можно увидеть ледник справа и слева от вершины. И еще несколько левее. Если присмотреться, на некоторых кадрах можно заметить небольших существ красноватого цвета. По всей видимости, это мелкие рачки дафнии. Даже здесь, на высоте 3370 метров над уровнем моря, существует подводная жизнь. Сейчас на берегу озера прям пообедаем. Дует сильный ветер, поэтому соорудил ветрозащиту из каремата. Готовимся к обеду. У нас сегодня на обед сублиматы снетки, харчо по-кахетински, без ГМО, химии и консервантов. Отзывы в сети очень даже положительные. И также бутерброды с маринованным перцем и баклажанами. Напиток у нас что будет? Горячий шоколад. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Вкусно. Ну что, давай, сними пробу. Очень вкусно. Прям настоящий харчо-суп. Вообще очень острый. Я не очень люблю острое, но острый. Мне нравится. Ну ладно. Очень вкусный, да? Настоящий харчо. Маленькое озерко вообще обмелело. Видимо, к весне уже наполнится. Пообедали, идем в кемпинг-зону. Там будем сегодня ночевать. Прощальный взгляд на озеро. Спускаемся вниз. Красивая, но маленькая. Вон она, невдалеке. Кемпинг-зона. Там сегодня остановимся на ночевку. Общий вид кемпинг-зоны. Хижина безопасности. 4 шелтера, укрытия. С шелтерами это очень правильное решение. Например, нам вообще не хочется в этой хижине останавливаться. Там, наверное, не очень внутри. Да и кто-то может прийти. Так мы будем одни.
Да, шелтеры, беседка. Отличное место. Хотел на берегу озера, но Ира не захотела. Ну ладно. Все-таки не май месяц, да. Хижина-горельник. Состояние хижины на 13 сентября 2025 года. Полочки. Все чистенько. Порядок. Аптечка, есть лекарства. Все необходимое. Бинт, аспирин, перекись. Очень хорошо. Печка. Пол чистый. Достаточно. Нары тоже в порядке. Стол чистый. Сюда более-менее люди приходят. Или кто-то пришел, кто навел порядок. Так. Ага, все автоматы включены. Но света нет. Да. К сожалению. В общем, что сказать. Хижина в хорошем состоянии. В удовлетворительном. В этом месте мы и остановимся. Станем лагерем в середине сентября. Далеко от озер Титова. Поставили в шелтере палатку. В хижине не хотим. Прохладненько, уже 7,1 градуса. В шелтере. Тепло. Курорт. Самый настоящий выезд на базу отдыха. Сейчас собрались пить кофе. Со сгущенкой. Да, со сгущенкой, с бутерами и с сухофруктами. Красота здесь неописуемая. Так, что у нас там? Приборная, часовая, кумбель, трапеция, кумбельтас, кумбельтау, Титова, перевал Титова, естественно, память, Манжелка, медик. Все. Забыл сказать, что мы прошли 9,5 километров сегодня. И здесь высота 3300 метров. Температура сейчас на улице 6,5 градусов. Все-таки мы переместились в хижину. Когда поставили палатку в шелтере, думали, если вечером никто не придет, пойдем поужинаем в хижину. Если никого не будет, переместимся сюда. Вроде никто не пришел. Тем более там так стало холодно. Все затянуло, подул ветер, полил дождина такой. Уже совсем осенний. Да и решили сюда. Ну а почему нет? Рядом такой дом теплый. Пришли, здесь вообще было 20 градусов тепла. Ну, кто-то придет, поместимся. Дождь стих на время. Ну, наверное, будет еще. Погода мрачнейшая. И тучи летят по небу. Еще и прибывают, и прибывают. Так что мы правильное решение приняли, что в хижину перешли. Все-таки высота 3:30. Сейчас 6 часов. Это вид на север, в сторону города. Над городом не знаю, как, но здесь... Не, над городом нету, кажется. Вон огни уже видно города. Над нами вот такая чернота. Красиво. Уже где-то час. Такой ураган бушует на улице. Как хорошо, что мы в домике. Но он тоже ходуном ходит. Все-таки у него парусность высокая за счет панелей. И место здесь такое открытое всем ветрам. На улице все снегом замело. Ночь была очень бурная. Задул мощнейший ветер. Принес осадки сначала в виде дождя, потом снег. Все, что вот здесь
желтая травка, это все было покрыто снегом. И уже ночью он начал стаивать. Температура все-таки положительная утром. Во сколько? Где-то в 5 утра было 2 градуса тепла. Спать было очень тяжело, практически не спали, потому что ветер несся со скоростью курьерского поезда. И мы сами в хижине были как в вагоне этого поезда, так трясло. Как я уже говорил, у нее высокая парусность. И всего 4 сваи, когда-нибудь, наверное, оторвет там. Но сегодня выдержала, качала здорово, завывал ветер. Такая ночь была. А еще было одно такое небольшое приключение. Мы вышли где-то в часов 10, да? Часов 10 мы вышли. Да, мы вышли на улицу по своим делам с фонариком. И смотрим свет в плотине. Вот. На Марене. Над озером. Там свет. Нифига себе, там что, они идут? Нет, на месте стоит. Я потом через минут 20 вышел, смотрю, на месте. Ну, значит, палатку поставили. А еще через полчаса где-то, наверное, подошли парень с девушкой. Так благодарили, что... Да, что мы включили фонарик. Он послужил им маяком. И шли через перевал Титова, видимо, поздно вышли. Мы их пригласили в домик, в хижину. Но они сказали, что они будут в шелтере. Сейчас они спят. Мы не стали их, естественно, будить и ушли. Вот холодно. Но дует все равно. Да. Мы уже под синим небом. Сильный ветер все-таки продолжается и раздувает. Перевал Трапеция. Бодренько спустились с древней Марены. На заднем плане пик Титова уже заснеженный. Ну, там еще тучки, но тоже уже меньше. Синяя полоса надвигается. Хотя тоже, по-моему, по прогнозу сегодня и там осадки. Мы уже гораздо ниже пика Кумбель, где-то на высоте 2900 метров. А ночевали на 100 метров выше пика Кумбель, на высоте 3300 метров. Подходим к Горельнику. Уже видна дорога на Шамбулак. За 2 дня прошли около 18 километров. Этот маршрут, конечно, без труда ходится за 1 день, что я неоднократно делал. Что по часовой стрелке, что против часовой. Но с ночевкой-то интереснее. Особенно если ночевать на берегу озера Титова. Что я и хотел, конечно, но глядя на прогноз погоды, решили ночевать в кемпинг-зоне. И думаю, это правильно. В этот раз до конца асфальта выше Шамбулака мы приехали на такси Яндекс. Тариф электро. Впервые воспользовались этой услугой, и в результате это оказалось даже дешевле, чем заказывать отдельно до Медео, потом до Шамбулака здесь брать такси. Сейчас на Горельнике попробуем и обратно также уехать прямо до дома.